Утро в военной части под Псковом было ледяным. Лейтенант Марина Волкова стояла на плацу, едва сдерживая эмоции. Командир батальона, подполковник Игорь Корнеев, выбрал ее мишенью для показательной жесткости. Он громко обвинил ее в опоздании, которого не было, и, пользуясь властью, унижал при всем строе. Закончилось все резким ударом по ее щеке. Солдаты застыли, словно перестали дышать. Марина выпрямилась и спокойно напомнила ему, что он ударил офицера, и что он сделал это с дочерью генерал-полковника Александра Волкова. Корнеев побледнел, но момент был уже упущен. Марина ушла в штаб и позвонила отцу. Он коротко спросил, в порядке ли она, выяснил фамилию обидчика и велел ничего не предпринимать. Она знала, после таких слов он действует сам и очень быстро. В части мгновенно поползли слухи. Офицеры метались по кабинетам, кто-то пытался звонить наверх, но поддержки не было, никто не хотел вмешиваться, когда речь шла о дочери Волкова. Через некоторое время на территорию въехали темные машины Министерства обороны. Солдаты вытянулись, офицеры притихли. Из главной машины вышел генерал-полковник Волков. Спокойный, уверенный, внушающий страх одним присутствием. Он прошел прямо в штаб, не произнеся ни слова. В кабинете Корнеев стоял бледный. Генерал выслушал сухое изложение дочери и столь же холодные объяснения подполковника. После этого он объявил решение. Корнеев отстраняется от должности, увольняется из командования личным составом и переводится инструктором в учебный центр. Это было не уничтожение. Это было лишение власти, к которой он привык. Марина отказалась подавать рапорт о жестком взыскании. Она хотела не мести, а справедливости. Генерал уважил ее выбор. Когда весь личный состав собрали на плацу, генерал обратился к солдатам и офицерам. Он напомнил, что дисциплина не строится на страхе и что унижение офицера, особенно публичное, недопустимо. Ему не нужно было повышать голос. Каждое его слово звучало как приказ, который останется в памяти части надолго. Марина стояла рядом, со следом удара, который уже не имел значения. Солдаты смотрели на нее не как на дочь генерала, а как на офицера, который выдержал испытание честно и спокойно. Этот день изменил атмосферу в части. Страх уступил место пониманию, что честь и уважение стоят выше звания и привычной жесткости.